Приветствую вас, мои подписчики и гости канала. Сегодня мы поговорим о народных приметах, связанных с трагическими событиями в жизни человека, смертью и похоронами. Во все времена народ обращал внимание на различные знаки и символы, пытаясь увидеть в них знамения и предсказания будущего. В народных приметах, связанных с смертью и похоронами, есть своя мудрость, и нередко они помогают нам справиться с горем и печалью. Давайте погрузимся в историю и изучим эту тему вместе. Друзья, если понравилось, то поддержите канал, поставьте лайк и подпишитесь, а также переходите в наш телеграм-канал, так вы не пропустите новые выпуски. Чтобы облегчить страдания умирающего, существует несколько народных примет, которые могут помочь создать благоприятную атмосферу вокруг него. Одной из таких примет является говорить «тихо и не шуметь», а также закрыть больного чем-нибудь белым. Кроме того, считается, что пока больной еще не умер, никто не должен проявлять явные проявления горя, вроде рыданий. Существуют приметы, которые могут предсказывать скорую смерть человека или члена его семьи. Например, если больной поворачивался лицом к стене во время болезни, это предвещало его скорую смерть. В церкви принятие причастия имело свои особенности. Если человек после этого засыпал, то он выздоровеет, а если нет, то умрет. Если больной перед смертью обморается, в семье будет еще покойник. Если же в старом доме прорубали окно, то это предвещало покойника. Если разбивалось зеркало, то это было признаком близкой смерти в семье. Некоторые приметы связаны с количеством предметов. Например, не стоит ставить в комнате 3 зажженных свечи, ибо это может привести к появлению покойника. Также, если упадет икона, то это было признаком того, что скоро кто-то из семьи умрет. Если слышится плач или вздохи домового, это сулит беду или смерть хозяина. Если больной бредит и говорит о дороге, это предвещает его скорую смерть. Существует ряд примет, связанных с церковью и религиозными обрядами. Если ожидается, что к умирающему придет священник с дарами, на стол кладут нож для точения перед смертью. Если выпал уголь из кадила около покойника, это говорит о том, что скоро будет еще одна смерть. В комнате, где лежит покойник, не убирают до его выноса. Если у покойника открыт один глаз, значит он ищет еще кого-то. При смерти человека ставят воду на окно, чтобы душа могла обмыться. В доме, где находится покойник, завешивают зеркала, чтобы он не мог в них отразиться. Если собака воет, опустив морду к земле, это сулит смерть, а если морду кверху, то предвещает пожар. Если кошка не отходит от больного или лежит на спине под столом, это признак скорой смерти больного. Если мыши шумят около постели больного, это свидетельствует о его скорой смерти. Если ворон сидит на могильном или церковном кресте, то потому, на чей дом он повернут хвостом, можно предсказать, кто станет покойником. Коршун, сидящий на кресте, тоже считается предвестником смерти. Если филин садится на церковь или избу, это означает, что кто-то из семьи скоро умрет. Если ласточка влетает в дом, это может быть знаком смерти. Если голубь влетает в окошко и разбивает его, это тоже может предвещать смерть. Если кукушка сидит на доме, это может означать пожар или смерть кого-то из семьи. Если петухи не поют вовремя, это может быть знаком близкой смерти. Если сверчок летает по избе, это может означать смерть или пожар. Падение звезды, вой бури, огонь на кладбище или горящая свеча в лесу – все это может быть предзнаменованием смерти. Если сердитый человек умирает, пурга поднимается, а если хороший человек, то это событие предвещает отличную погоду. Если дождь идет сквозь солнце, это может означать утопленника. Если комнатный цветок, который никогда не цвел, вдруг расцветает, это может указывать на близкую смерть кого-либо из семьи. Если цветок цветет в осень, это может предвещать смерть молодых людей, если это синий цветок, то умирать старикам. Одна из примет утверждает, что если колокол сам, то есть без видимой причины, начинает звонить, это к покойнику. Еще одна из примет связана с певучим хором на горе, который можно услышать по ночам. Если в полночь на горе слышится хоровое пение, то это к массовым смертям или войне. Также говорят, что если изготовить гроб больше покойника, другой покойник будет. К
К тому же, если забудут дома мерку гроба умершего, это к новому покойнику. Существуют и другие жуткие приметы. Если больной умирает на закате солнца, то это может стать признаком скорой смерти для другого близкого человека. Если скончались 2 человека во дворе, то беда обязательно придет и к третьему. Еще одно предсказание гласит, что если в доме лежит умирающий, то нужно вынуть все ключи из замков и открыть двери, чтобы душа могла легко выйти из тела. Существует поверье о том, что если кто-то ходит в одном тапочке или одном носке, то это приведет к несчастью, они могут остаться вдовцом или вдовой. Также существовали приметы, связанные со сном. Если во сне человек видит выпавший зуб с кровью, то это предвещает смерть родственника, а если без крови, то это будет смерть чужого человека. Если во сне человек видит, что бревно выпало из стены или из дома вымели ссор, это может означать, что скоро кто-то уйдет в мир иной. То же самое относится к сновидениям, в которых человек копает землю. Это знак, что кто-то скоро умрет. Также увидеть во сне, что отвалились каблук или подметка, это может означать, что кто-то умрет из его близких. Конечно, нельзя полагаться на эти приметы, и следует помнить, что они имеют лишь религиозное или культурное значение. Необходимо помнить, что эти предсказания не являются научными фактами и не следует полностью полагаться на них. Каждый может свободно выбирать, верить в приметы или нет. Для привлечения удачи пишем ниже в комментариях под видео. Моя жизнь наполнена счастьем, и каждый день приносит мне радость. Да будет так.